Второй день нашего отдыха в Турции по системе «Все включено». И именно сейчас начинается настоящий отпуск, ведь мы уже не потерянные туристы, уставшие после дороги, а полноценные гости. Вчера мы, конечно, намучились с нашим номером. Кто смотрел предыдущий ролик, понимает, о чем я. Но сегодня уже новый день, и мы настроены искать плюсы, ведь у отеля хороший рейтинг, благодаря которому я его и выбрала. Сегодня проверим завтрак, шведский стол и сходим на разведку в спа. Еще проверим, нужно ли вставать в 6 утра, чтобы занять лучшие шезлонги. Если вы планируете отпуск в турецком отеле «Все включено», досмотрите до конца, чтобы знать, к чему быть готовыми. Доброе утро из Турции, сейчас 7:30 утра. И я встала первая пораньше специально, чтобы успеть занять козырные места у бассейна. Посмотрим, как с этим обстоят дела в этом отеле. Море с утра прекрасное, только посмотрите. Я мужа тоже разбудила, и сначала мы заглянули на ресепшн. Это наша попытка номер 2 попросить вторую ключ-карту от номера. Нас 4, и поверьте, это ад постоянно подстраиваться под одного человека с ключом. Полотенца мы вчера отдали, и нам сейчас нужно поменять карточки на чистые пляжные полотенца. Это делается в спа-центре. Как же с утра здесь хорошо и спокойно. Ни души, ну просто прелесть. Кстати, напоминаю, что наш отель называется Notion Kesre Beach. Это 4 звезды, находится на Эгейском побережье, между Измиром и Кушадасы. Кстати, вторую карту от номера нам так и не дали, и полотенце взять тоже не удалось. В такую рань спа-центр еще закрыт. Хорошо, что я всегда беру свои собственные полотенца. Вот они и пригодились. Очень советую тоже вам так делать, чтобы не лежать на мокрых полотенцах целый день. Отель наш стоит на первой линии, я бы даже сказала, он прямо на пляже. Территория очень компактная, одно здание, а от моря его отделяет только бассейн. И знаете, это в какой-то степени плюс. Не нужно совершать марафоны до номера и обратно, все здесь под рукой. Я бы вообще оценила территорию на твердую 8 из 10. Уже 2 ряда у бассейна заняты. Оказывается, мы не самые ранние пташки. Но весь 3-й ряд свободен, и это отлично. Как раз тоже в тени. Кстати, огромный респект отелю за то, что здесь так много мест под хорошими плотными навесами. И не нужно бесконечно двигать зонтики вслед за солнцем. В общем, как видите, нам все-таки приходится поддаваться этому всеобщему сумасшествию и вставать пораньше ради хороших мест. Многие туристы занимают сразу по нескольку лежаков и на солнце, и в тени, и потом не приходят часами, поэтому лежаков, конечно, не хватает всем. Ну, думаю, если бы отдыхающие так не делали, мест бы хватало с головой, но имеем то, что имеем. Есть один плюс такого раннего подъема – это потрясающее море в лучах утреннего солнца. Только посмотрите на это. Тут тоже почти никого нет. Пляж у нас здесь песчаный, очень такой приятный, но при заходе в море встречаются такие мелкие камушки, так что надо брать с собой тапочки-коралки, чтобы было легче заходить в воду. Хочу отметить, какие здесь лежаки. Видно, что они новые, нет поломанных, чистые, а матрасы толстые и мягкие. И знаете, что меня вот особенно удивило? Их здесь вот так тщательно моют со всех сторон каждый день. Честно говоря, я вижу такое в отеле впервые. Казалось бы, мелочь, но, поверьте, так далеко не везде. А вот зонтики на пляже, к сожалению, оставляют желать лучшего. Они всего лишь создают иллюзию тени, но по факту под таким соломенным решетом очень легко обгореть. И я такие зонтики не люблю. На удивление, на пляже почти все шезлонги свободны, и, видимо, все гости больше предпочитают бассейн. Ну, посмотрим, что тут будет днем. Мы пришли на завтрак. Завтраки здесь проходят с 7:30 до 10 утра, так что все успеют. Как видите, при входе есть табличка с просьбой не выносить еду из ресторана и дресс-кодом, который, к сожалению, не все туристы соблюдают. Давайте посмотрим, что здесь у нас на завтрак. Это, кстати, второй прием пищи наш здесь, в этом ресторане. Вчера мы здесь ужинали. Так, здесь у нас, я так полагаю, овощи и нарезка. Ну, все такое свежее. Кстати, обернута пленка. Я такое, честно говоря, вижу впервые. Не знаю, почему так делают. Здесь джем. Я смотрю, из инжира вот есть варенье. Такое поштучно. Потом различные варенья абрикосовые и так далее. Халва. Есть масло, сырная маска. Есть еще какие-то вот такие соусы цветные. Фруктовый джем и фрукты. Это грейпфруты, яблоки, апельсины. Посмотрим, что у нас на следующем стенде. Я там вижу сыры, нарезки различных сыров.
Ну, в принципе, сыры я советую в Турции пробовать. Видите, очень разные сыры. Они обычно здесь вкусные. Конечно, это не очень привычно для нас, но все равно советую. А вот колбасные изделия, они очень вкусные в Турции. Ну, в принципе, какую-то такую нарезочку на бутерброд можно взять. А вот то, что нужно попробовать, это оливки. Их всегда в отелях очень много различных видов, поэтому пробуйте, не стесняйтесь. Все оливки – это просто достояние Турции, и это должен попробовать каждый турист. Здесь у нас выпечка, традиционный семит, такой бублик с кунжутом, и различные булочки, какие-то еще с различными начинками. Короче, вот такие вот еще. Выбора здесь достаточно, мне кажется. Это из слоеного теста какие-то, еще какие-то булочки. В общем, так и не разберешься. Вот здесь они подписаны. Каждая подписана, в принципе, на 3 языках. Можно посмотреть. Ну, этот стол я называю для детей, потому что это такое хлопья, лукум. Дочка у меня любит здесь завтракать. Ну, лукум я тоже, кстати, с чаем бы взяла. Ну, это все здесь тоже для хлопьев. Там есть еще молоко. Я заметила такую особенность. Чем выше уровень отеля, тем больше блюд готовят прямо при вас. В нашем отеле на завтрак это омлет, яичница и свежие панкейки. А вот еще один показатель, который говорит тоже многое об уровне отеля, это мед в сотах. К сожалению, здесь его нет, но будем справедливы, такая деталь встречается далеко даже не во всех 5, не говоря уже о 4. Если подвести итог, то завтрак я оцениваю на 7 из 10, выбор есть, все выглядит достаточно аппетитно, но без особых излишеств. Вполне добротный вариант. Кстати, многие спрашивают, почему в отелях все включено, нельзя выносить еду из ресторанов. Я в отелях постоянно вижу одну и ту же картину, как туристы тайком прячут в сумки, в салфетки, в пакеты, фрукты, булочки или даже оливки и пахлаву. Но правило же создано не просто так, это вопрос безопасности и чистоты. Во-первых, еда, которую выносят, моментально портится на жаре, ведь в номере нет условий для ее хранения. Ну, холодильник не в счет, потому что мало кто им для этого пользуется. Позже такой перекус может привести к серьезному отравлению, а виноватым туристы в итоге сделают отель, хотя причина была в несоблюдении элементарных норм. Во-вторых, остатки еды в номере или на лежаках у бассейна притягивают муравьев и других насекомых. И вывести их из отеля, из помещения бывает потом крайне сложно, и это портит, в принципе, отдых не только вам, но и тем, кто заедет в этот номер после вас. Так что к таким отдыхающим персонал относится строго. Сначала обычно делают предупреждение, но в серьезных случаях могут даже вызвать полицию. Мы с вами уже видели все те ролики, где туристок ловили с целыми чемоданами оливок, сладостей и чайных пакетиков. Это выглядит как минимум нелепо, а в итоге приводит к публичному позору и испорченному отпуску. На мой взгляд, гораздо приятнее спокойно позавтракать или пообедать в комфортных условиях ресторана, чем превращать свой номер в склад провизии. А как вы к этому относитесь, напишите, считаете ли это нормой или тоже против таких запасов в номерах. Позавтракать здесь можно как внутри, в помещении с кондиционером, так и на открытой площадке у бассейна. Мы сегодня решили посидеть в прохладе, как раз никого нет и вокруг очень спокойно и тихо. Вот такой у меня сегодня завтрак. Я взяла здесь 2 жареных яичка, помидорки, огурчики, зеленушка, такая вот выпечка. Бюрет, не знаю, правда, с чем, луку. Я люблю просто мятный. Если это мятный, то мне понравится, поэтому с чайком себе турецкий взяла. Здесь у меня еще вот такая какая-то выпечка, слоеное тесто, сыр и варенье с инжиром, оливочки. Это сыр такой, свежий сыр тоже можно намазывать. Такой вот скромный у меня завтрак, потому что как бы особо никаких излишеств нету и выбрать, в принципе, так особо не из чего. Но с другой стороны есть все необходимое. Вроде бы все вкусно выглядит, все такое свеженькое. Ашкам уже до меня позавтракала, хотел с Ашком едем, потому что я пока в номер бегала, мои еще спят, мама с дочкой. Мы уже позавтракали, я люблю вот так вот с кофейком порелаксировать. Сначала на шезлонге. Не люблю прямо куда-то в море сразу нырять или в бассейн. Ашкам тоже вот там вот прилег. Давайте еще пообсуждаем с вами сервис, собственно, и чистоту, наверное, да, отеля. Сервис могу оценить
на ресепшене как нолик, то есть желание удовлетворить клиента. Ну, думаю, что те, кто смотрел вчерашнее видео, те поймут, о чем я. Ну, вкратце еще скажу, что сегодня у нас была вторая попытка еще одну карточку для номера попросить, потому что у нас в номере 4 человека. Конечно, это неудобно, когда у нас только один ключ от номера, мы постоянно как бы привязаны друг к другу, да, ну, сами понимаете. И мы попросили сегодня утром снова еще одну карточку, и нам отказали. Сказали, что это невозможно, вроде как, потому что только одна карточка может работать для номера. Если они выдадут типа другую, то это перестанет работать. Короче, какой-то бред. В других отелях все нормально, но именно вот здесь вот так вот. На самом деле это делается для того, я так думаю, что просто это отель как бы пытается предотвратить такую ситуацию, когда туристы оставляют карточку в номере, включают кондиционер и уходят, да, там на весь день, чтобы в номере было прохладно, как бы у них есть другая карточка, они другой карточкой могут открыть номер. Но наша цель не в этом была, у нас как бы 4 человека в номере. То есть, понятно, может быть, всем не нужно раздавать, так, когда двое людей живут в номере, то, наверное, не стоит раздавать, да, там, по 2 карточки. В принципе, это не так необходимо. Но когда нас 4, то мне кажется, что это реально необходимость. Поэтому, ну, как бы я считаю, что это можно было сделать в порядке исключения именно для номера на 4. По поводу сервиса в барах, ресторанах, мне все пока очень нравится. Несмотря на то, что ресепшн вот так вот подводит, в барах все очень улыбчивые, все очень приятные, все быстро делается. Как бы в этом плане все пока что супер, да, насколько я вижу. Насчет чистоты, это тоже немаловажно. Вообще для отелей такого уровня, ну, когда все включено, мне кажется, что чистота – это одно из таких важных моментов. То есть здесь может быть маленькая территория, может быть какая-то еда не слишком разнообразная, но если отель чистый, это уже, знаете, 50% успеха. И здесь правда очень чисто, потому что если бы все остальное было бы супер, но отель был бы грязный, несмотря там на вкусную еду разнообразную, да, какой-то хороший сервис, но здесь было бы не убрано, грязно как-то и так далее, было бы неприятно находиться, то это сразу, ну, большой-большой минус. Но здесь прям чисто. Мы сегодня утром были на пляже, я, по-моему, даже снимала это вам, там все убирают, каждый лежачок протирают и потом еще и моют. То есть вот так вот, как бы от мусора убирают и еще и протирают тряпочкой. То есть в этом плане отель чистый, правда. В этом плане все супер. Бассейн чистый, то есть бассейн тоже должен быть очень чистый, пляж чистый, все здесь около шезлонгов, все убрано, поэтому как бы в этом плане могу поставить за чистоту прям такую твердую 10. Насчет уборки номеров я еще не знаю, потому что у нас в номере мы только вчера заехали, то есть еще, конечно, уборки не было. Я не знаю, будет ли она на самом деле. У нас даже нету этой штучки, чтобы повесить на дверь. Ну, знаете, как придите и уберите. Здесь почему-то ее нет. Я не знаю, почему. Может быть, она должна быть. Но ее просто не положили или что, не знаю. В общем-то, и я поэтому не знаю, даже уберут у нас в номере сегодня или нет. Я люблю, чтобы убирали на самом деле каждый день. Даже не столько в плане уборки. Понятно, мы там еще ничего не успели замусорить. Я просто люблю, когда меняют полотенца каждый день, потому что, ну, все-таки они мокрые, да, они всегда просыхают, как бы приятнее, когда ты вытираешься чистеньким полотенчиком каждый день. При выборе отеля наличие горок для меня было одним из основных условий. Вроде бы мы все взрослые люди, но радости куча, как у детей. Здесь горки всего 3, но я уверенно скажу, что для такого небольшого отеля это более чем достаточно. И знаете, в чем плюс таких вообще небольших отелей, как наш? Здесь нет очередей нигде. Можно скатиться 5 раз подряд с этой горки, пока в огромных пятерках ты стоишь в очереди минут по 10. Зеленая горка оказалась неожиданно быстрой, адреналина хватает. Ну и Мира, кстати, каталась и не боялась, поэтому для детей они тоже подходят. Есть еще оранжевая горка, она здесь помедленнее. Здесь, например, глубина бассейна этого не такая большая. И за горками следят постоянно спасатели. Это огромный плюс к безопасности. Для тех, кто ищет отель по картинкам, такой небольшой лайфхак для вас. Часто я вижу, что на сайтах горки выглядят как огромный аквапарк, а по факту это не так, как в принципе и все. Бассейны тоже бывают такими огромными фото, это на самом деле это совсем не так. Так вот, мой совет, если для вас прям важно перед бронированием реальные узнать размеры, всегда ищите видео на YouTube именно по названию отеля. Наверняка у любого отеля есть какие-то влоги отдыхающих с любых стран, с этого отеля именно. И так вы сразу увидите реальный вид горок, бассейна и отеля в целом.
В общем, 3 горки – это идеальный баланс, не надоедает, и это отличное развлечение, чтобы как-то разнообразить такой тюленей отдых. Кстати, интересная деталь, смотрите, здесь солнечные панели по всей территории отеля. Вот здесь вот и на другой стороне над рестораном тоже. Ну что, пришло время проверить, как здесь кормят на обед. И первое, на что я всегда обращаю внимание, это открытая кухня. Смотрите, повара готовят горячее прямо при нас. И это часто бывает с вот таким вот шоу огненным. И это всегда плюс. Еда не стоит часами в подогревателях, теряя вкус, а подается с пылу с жару. Конечно, это не вся еда, а именно какие-то конкретные блюда. В меню сегодня у нас куриное сате и турецкие котлеты. Выбор не огромный, как в премиум пятерках, но все выглядит аппетитным. Обеденный стол здесь это классика турецкого отеля, такого среднего сегмента. Нет излишеств вроде морепродуктов каждый день, но все приготовлено качественно и выглядит вкусно. И самое главное, нет очередей, даже если ты приходишь в разгар обеда. Есть, конечно, и другие горячие блюда, вот рыбка, например, в соусе. А здесь у нас что, котлетки вот такие вот турецкие, тоже можно взять прям с пылу, с жару. Тоже возьму себе на пробу. Интересная форма у котлет. Честно говоря, такие никогда не видела. Так, ну тут, как всегда, макарончики, то, что любят дети. Готовятся куриное сате, какие-то соусы. И здесь готовят пидешки. Такие с начинками разными. Это типа турецкой пиццы. Ну и, как всегда, на других столах еще много-много разных блюд. Какие-то даже яйца с соусом, не знаю, луковые кольца. Мира у меня такое любит, да и вообще все дети, наверное, такое любят. Поэтому здесь есть, конечно, выбор на любой вкус. Ну и здесь овощи, как всегда, свежие и соусы к ним. Так что можно салат собрать самим, что я советую всегда делать. Лучше собрать самим салат, чем какой-то готовый брать в подливе. Здесь у нас стенд со сладостями, и скажу честно, турецкие отели очень редко разочаровывают в этом плане. Здесь классика, пропитанные сиропом сладости, тортики, легкие муссовые десерты, ну и, конечно, сезонные фрукты. Обед у нас сегодня вот такой вот. В принципе, не сильно много набрали, не сильно кушать хотим. Я в основном взяла овощи себе. Здесь вот такая вот пидешка, типа пиццы. Ну и вот луковые кольца, в принципе, все. Там еще было мясо, я вам показывала, жарили котлетки, вот муж взял, кстати. Мира, конечно, набрала себе, что набрала, зайка? Как обычно, картошку фри, в общем, всякого фастфуда с видом на бассейн. Кстати, в нашем отеле есть бесплатный айран, можно брать себе на обед, на ужин, наверное, тоже есть, так что это хорошо, не во всех отелях есть айран. Кто не пробовал айран, это хороший шанс попробовать. Ну, в принципе, он продается в любом супермаркете турецком. Не раз вам показывала. Но, тем не менее, приятно, что это есть в отеле. Ну, а на десерт у меня вот такая вот небольшая тарелочка. Мы пришли на разведку в спа-центр. Сразу решили узнать цены, чтобы понимать, что к чему. Bali ve aromayı önerebilirim. 1 saat sürüyor. 2200 TL şu an. 2200 Evet. kişi başı. Yarım saat isterseniz o da 1200 TL. 2200, 1200. Хозяин спа нам рассказывает, какие есть пакеты. Просто классический массаж на полчаса, он стоит 30 евро. Полноценный спа-пакет с пенным массажем и релакс-массажем 70 евро. Но остальные услуги здесь бесплатные для всех гостей отеля. Можно сколько угодно пользоваться хамамом, сауной и небольшим крытым бассейном. Муж поторговался и договорился о скидке на массаж. Мы решили записать маму сейчас, но на двоих здесь нету места сейчас, поэтому мы придем, наверное, завтра на массаж. Ну а пока мы ждем, пойдем помоемся в турецком хамаме. Кстати, я вам советую приходить в хамам в первые 2 дня отдыха. А желательно вообще лучше в первый. Обычно здесь делают такой пилинг специальной жесткой перчаткой, а делать его на уже загорелую кожу, конечно, крайне нежелательно. Вот так выглядит хамам изнутри. Это такой горячий мраморный стол в центре, на него нужно ложиться, и здесь вам будут делать пенный массаж. Ну, либо же вы сами можете здесь тоже полежать, погреться. Такой приглушенный свет и расслабляющая атмосфера. И здесь, кстати, умеренно жарко, не так, как в саунах обычно.
Ну, сауна обычно здесь тоже рядом есть, можно погреться там вначале, а потом пойти в хамам. Наверное, мы так и сделаем. Поскольку мы не стали брать дорогой спа-пакет, решили устроить хамам день своими силами. Я взяла из дома турецкую перчатку для пилинга, всегда ее вожу с собой. И это отличная вещь, советую всем тоже покупать в обычном магазине в турецком. Помоемся сами, эффект получится ничуть не хуже, чем от платных процедур. После всех таких спа-процедур можно здесь окунуться в бассейн вкрытый, но мы пойдем сразу в море. О, тут вывесили программу на вечер, и сегодня у нас в отеле оказывается турецкая ночь. Это всегда интересно, так что вечером обязательно покажем вам, что там будет происходить. На море сейчас людей заметно больше, конечно, чем утром. Волны небольшие есть, ну, нормально. Я сегодня надела нам всем кораллки, теперь камушки больше не мешают заходить в воду. Нормально. Классно. Водичка прозрачная. Классно, пошли. А еще я взяла с собой маску для снорклинга, а муж собрал корочки от пиццы и будем приманивать местных рыбок. Мы были в 2 соседних здесь отелях, и там большие рыбки плавали прямо под ногами. Это такой кайф, вы себе не представляете. Надеюсь, тут они тоже будут. Вы только посмотрите, какая прозрачная здесь вода, и рыбки здесь совсем не пугливые. Вот они уже учуяли наше угощение. Плавать в маске – это такой очень интересный процесс, как будто ты в аквариуме. Очень медитативный процесс, плывешь, рассматриваешь дно, следишь за этими маленькими стайками, как они хлебушек кушают практически у тебя с рук. Ну, просто супер. Только что мы поговорили с главным на ресепшене. Он нам сам, кстати, написал мужу, что до него дошел слух о вчерашней ситуации. Ну, видимо, написали, просто у него вчера был выходной, его не было как бы. И сказал, что хотел бы услышать от нас, в общем, что случилось там и так далее. Мы с ним встретились, поговорили, такой, ну, приятный мужчина. В общем-то, извинился, сказал, что, конечно, такого не должно быть. 2-ю карточку от номера нам, кстати, дали. Без проблем, сказал, если вам нужна, конечно, мы вам дадим, типа, извините. Говорит, я вам пришлю фрукты и вино в номер. Ну, мы сказали, нам не нужно, мы как бы не для этого, так скажем, хотели поговорить, да. Поэтому мы как бы сказали, что не нужно этого присылать. В общем-то, что могу сказать, что персонал в отеле весь очень приветливый. Там бармены и так далее, везде в ресторанах, как бы улыбчивые, то есть никто нам не хамит, ничего такого. Ну вот только на ресепшене такая ситуация произошла. Это, конечно же, знаете, как первое впечатление от отеля. Это очень важно. И люди на ресепшене должны решать ваши вопросы всегда, так скажем, с приоритетом и с улыбкой, да, при этом. Но мы этого, к сожалению, не увидели от вот той девушки, которая нас встречала. Но он сказал, что с ней поговорит, как бы и этот вопрос уладит. Конечно, говорит, такого не должно быть. Поэтому, ну, вот так, в принципе, отель как бы решает вопросы. Поэтому это им, конечно же, большой плюс, да, что не просто замяли как-то там, мол, пофигу, да, грубо говоря, что они там жалуются там, или что там их не устроило при заселении. А вот так вот на следующий день, даже несмотря что уже прошел один день, решили этот вопрос все-таки, ну, как бы это можно сказать, администрация отеля, да, с нами сама поговорила. Это, конечно, большой-большой отелю плюс. Так, у нас сейчас время для так называемого чая. Здесь, в этой кафешке, есть такие печеньки, да, кексики, печеньки. Вот, можно взять себе. Сейчас посмотрим, что здесь дают. Такой шоколадный кекс, печеньки и, наверное, соленые печеньки. Тарелок что-то не вижу. Табак-ларгелку. И тарелки, наверное, закончились. Сейчас муж пойдет возьмет. Нету тарелок, закончились тарелки. Ну, тоже странно, конечно. Кексов табак еще нету. Много. Нет, табак нету, говорит, тарелок нету. Пенде биртена буду, зачем биртена буду. Возьмем попробовать, чисто на пробу. Как бы еще кексы есть, а тарелок нет, то это, конечно, очень-очень странно. Вот такие вот. Давай попробуем вот этот. Спрайт, фанта,
Неплохо, обычная печенька. Гель, ничего не пиши. Что-то возьмем попить еще. У нас закрыли бассейн. С этой стороны нет ленты, а с другой стороны просто лента такая огорожена. Пока мы были в хамаме, в сауне, закрыли бассейн. Думаю, почему никого нет? Странно как-то. Мы в это время вчера приехали, куча людей было. Сейчас никого нет. Оказывается, кто-то наделал в бассейн по-большому. Айне. Кто-то наделал по-большому, и поэтому пришлось закрывать весь такой огромный бассейн. В этом плане хорошо, что вот там, где горки, есть отдельный маленький бассейн. Он, конечно, не такой глубокий, но плавать в нем можно. Ну, вот так вот, такое бывает. Непонятно, причем кто это, или ребенок, или взрослый под шофе, так скажем. Ну, это, конечно, ненормально, но вот этого никто не застрахован, и это бывает в любых отелях. Мы уже на ужине, и сегодня же турецкая ночь, и в такие дни отели стараются выложиться по максимуму. Кухня превращается в настоящий парад турецких национальных блюд. Давайте смотреть, чем нас сегодня побалуют. Смотрите, на горячий классический дёнер на вертеле, прямо при нас его готовят. Круто. За ним небольшая очередь, но она движется очень быстро. Я видела в отелях по-настоящему бесконечные очереди, поэтому это меня вообще не пугает. Рядом прямо при нас разделывают сочную курочку-гриль. Тоже классно выглядит. А вот здесь лосось, ничего себе, класс. Это редкость для обычного шведского стола в 4-звездочном отеле. Обычно его подают только в премиум сегменте. Тут, смотрите, такая турецкая сладость. Тулумба татлысы называется. Вот даже подписали. А вот тут пекут лахмаджун и пиде. Прямо в печи. Это, по сути, такая турецкая пицца с разными начинками. Запах тут просто невероятный. Здесь тоже турецкая кухня, нут с мясом в глиняном горшочке, максимально аутентично выглядит. И рядом рагу такое. Здесь у нас супы. О, я впервые вижу в отеле такой суп. Это суп ишкембе. Традиционный турецкий суп из говяжьего рубца. Конечно, вещь очень специфическая на любителя, но очень уважаемая местными. Рядом более привычный суп эзагелин, чечевичный суп с булгуром. Здесь у нас, смотрите, баклажаны фаршированные, карны-ярык называются. А вот это, такое похожее на кашу, это кешкек, праздничное блюдо из пшеницы и мяса, которое долго томят до состояния каши. На любителя, конечно, но турецкая ночь для того и создана, чтобы вы смогли все попробовать. Здесь фаршированные перцы, какие-то котлетки вот такие вот, типа тефтелек. И здесь у нас что? Давайте сейчас тоже посмотрим. Что-то закрыто, интересно, конечно. Это что-то типа бюрека, что ли, не знаю. Так. Супы здесь стоят. Что у нас тут еще из горячего? Сейчас с вами посмотрим. Рис мой любимый с пряностями. Очень вкусный рис. Надо будет, наверное, мне его тоже взять. И здесь фасоль. Фасоль это свежая стручковая фасоль. Рис этот вообще обалденный. Называется ич пилавы на турецком. Возьму себе. Кстати, его очень редко готовят прям. Но это чисто турецкая кухня. Давайте перейдем к разделу мезе. Это разнообразные холодные закуски. Обязательно попробуйте сарму из виноградных листьев. Это блюдо готовят в любом турецком доме. А вот эти овощные оладьи это мюджвер. Их делают обычно из кабачков. И они очень вкусные. Тоже интересно будет попробовать. Попросила мужа, чтобы он мне тоже взял таких оладушек. Из закусок здесь еще такие перчики. Наверное, на мангале, я так думаю. В общем-то, сыры, еще какие-то фаршированные перцы. Наверное, холодные закуски, нарезки различные. В общем, выбор такой достаточно хороший. И круто, что это все именно турецкая кухня. То есть тут туристов есть возможность ознакомиться. Вот различные еще закуски. Так что, если в отеле заявлена турецкая ночь, не пропускайте ужин. Это лучший способ попробовать страну на вкус, не выходя за территорию отеля. Я сейчас буду дегустировать все это великолепие, а вам советую при выборе отеля всегда искать отзывы именно про питание. Такие детали решают многое. Смотрите, тут есть чи-кёфте. Когда-то это был такой сырой мясной фарш со специями, которые вымешивали до готовности, но сейчас их делают чаще вегетарианскими.
из булгура со специями. Очень пряно и остро, но я люблю, советую всем попробовать. А вот и стенд со сладостями. Честно говоря, всякие бисквитные тортики и пирожные в отелях часто выглядят красиво, но на вкус они обычно плюс-минус одинаковые. Такие типичные отельные десерты. А вот классические восточные сладости в сиропе – это совсем другое дело, и в отелях они почти всегда вкусные. Правда, я немного разочарована, тут есть только классические десерты из манки, а пахлавы нет. Так что сегодня придется довольствоваться тем, что есть. Но если честно, все равно все выглядит очень аппетитно. Я пришла за лососем, а его разобрали, но тут уже новую порцию делают, так что я подожду свой горячий кусочек. Обычно в отелях 4 звезды ассортимент рыбы ограничивается более такими бюджетными видами, а красная рыба на шведском столе – это уже признак хорошего уровня и того, что отель действительно старается для своих гостей в тематические вечера. Ну что, я взяла здесь, конечно, всего и понемногу. Взяла вот этот вот суп ишкембе. Видите, тут прямо этот рубец. И к нему подается вот такой соус. Обычно это соус из чеснока. Есть еще второй соус острый, но прям он очень острый, я не могу. Поэтому добавлю такой чесночный соус. Салат, красная рыбка, несколько закусок у меня здесь с йогуртом. И взяла еще мои любимые блюда. Это дюнер, фасоль и рис. Муж набрал салата на всех и вот такие вот чикёфте. Это такие котлетки из булгура, ну и, конечно же, арбуз. Так что будем все это пытаться съесть, хотя, конечно, набрали мы много. Но на самом деле, я думаю, что мы все не съедим, как те самые туристы, которые оставляют после себя на столе очень много еды. Я пришла еще за сладостями, даже еще не знаю, что выбрать. В принципе, наелись, ну, что-то придется выбрать. Традиционный, в принципе, стол. Я смотрю, что от ужина к ужину, точнее от обеда к ужину, в принципе, плюс-минус все одинаково, но это стандартно в отелях таких. Вот есть какие-то турецкие сладости, как всегда здесь нам дают дыню и арбуз. Там готовят чикёфте, это такие острые котлетки. Пока все еще ужинают и не зашло солнце, мы решили запустить дрон, чтобы показать вам наш отель с высоты птичьего полета. Согласитесь, с этого ракурса все выглядит совсем иначе. Уютная территория, первая линия, близость к морю. Думаю, вы понимаете, почему мы выбрали именно это место, хоть и 4 звезды. Наша поездка на 4, кстати, обошлась нам в районе $1000 за 3 ночи и 4 дня. Нас 3 взрослых и 1 ребенок, моей дочке 11 лет. Это только за отель, добирались мы сюда сами на машине из Стамбула. Как считаете, это оправданная цена или дороговато для 4 звезд на Эгейском побережье? При системе все включено. Напишите в комментариях свое мнение. После ужина нас ждет вечерняя анимация. И турецкая ночь в отеле – это всегда такое целое событие. Обычно отели приглашают танцевальные коллективы. В нашем случае видно, что отель старался сэкономить. Мы не увидели профессиональных танцоров. Местами все выглядит немного по-любительски, но, если честно, это даже забавляло. Программа была вполне классическая для такой ночи. Это танец дервиши, традиционные женские танцы живота и энергичные мужские национальные танцы. Это такая база, которая погружает в культуру, пусть и в отельном формате. А вот эти ребята просто сделали наш вечер. Бегали по сцене в таких смешных костюмах, что зал просто лежал от смеха. Знаете, иногда такая простая, незатейливая анимация работает лучше, чем пафосные постановки. Короче говоря, профессионализма здесь немного не хватило, но искренности и позитива хоть отбавляй. Мы посмеялись, отлично провели время, и это, по сути, все, что нужно от вечернего шоу в отпуске. Сегодня была инспекция шведского стола, пляжа, спа, горок и даже турецкой кухни. Я честно показала вам все, и плюсы, и минусы, и то, как справляться с отельными сюрпризами. Завтра у нас будет новый день и, надеюсь, еще больше позитивных впечатлений. Спасибо, что провели этот день с нами. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить продолжение нашего отпуска на Эгейском побережье. Ставьте лайк, если вам понравился такой формат. Это мотивирует меня снимать для вас больше полезного контента. До завтра!